Всем привет! Завершилась групповая стадия турнира The International. Сейчас мы поговорим с Климентом Ивановым, также известным как Пупей. В принципе, вы хорошо выступили. Немножечко расскажи об играх, кто доставил неудобства, кто не доставил, что ты увидел, что удивило. Да ничего, мы просто немного слабо сейчас играем. Может быть, это зависит от этого, что мы играем в группы. Мы знаем, что по-любому мы на Winner Bracket дойдем. И команды, кто против нас будут играть первые из Б-группы, мы не знаем их. Там ЕГЭ могли даже до второе место взять, или третье, или четвертое. Так что мы не знали, что случится. Вичи Гейминг тоже попали вниз. И эмпирцы только дошли наверх. Так что у нас тоже не было позиции такой, что надо выиграть чего-то так первое место. Но у вас сейчас будет 3 дня выходных. Вы, я так понимаю, собираетесь тренироваться или какие у вас планы? Или наоборот отдыхать немного? Мы будем тренироваться и отдыхать. Может быть, 1 день. Как у вас вообще проходят тренировки? Ты вроде бы говорил, что, или это Киборгмет говорил, что вы там особо не играете много праков, потому что вы сильнее, там нет смысла показывать. Это, как вы тренируетесь? Ну, то, что можно сказать. Я соглашусь с ним, что мы не играем все время вместе, но мы играем очень много паблики, чтобы дойти до уровня, что мы имеем очень хороший скилл для себя. Стратегии у нас есть, и даже больше, чем надо. Дойти до того, что какие стратегии самые лучшие, просто надо подумать лучше, чем играть. А кто у вас занимается составлением стратегии? То есть можешь рассказать, что ты делаешь, что делает Густав, что делает Тибан, какая у каждого роль? Я бы сказал, что у нас у всех есть стратегии. А как мы пикаем, как все эти турниры мы играли сейчас, Густав выбирает героев, я даю свой совет, и обычно так и все есть. Артур тоже очень помогает. Он знает свою роль больше, чем все другие. Поэтому он только говорит о своем роли. А кто придумал стратегию с Течисом и Туском? Это была стратегия такая, что не думали, что это самое лучшее или что такое. Просто мы сыграли его в Китае против команды, кто им уже первое место в группе. Так что ничего не теряли, да? Мы попробовали. И Туск Текис, конечно, это за и Куроки. Просто хотели пофанить. Прикольно. Но сейчас Текис так получил буст. Он на самом деле вроде такой сильный герой. Он сильный, потому что он делает кучу пространства на карте, против него сложно играть? Или почему? Потому что когда ты убиваешь мины или что такое, ты ничего не получаешь от этого. Ты если убиваешь у Брудматера одного спайдерлинга, ты получаешь экспу и голды, получаешь от лондруида, получаешь всего от каких-то вещей. Но Текис ничего не дает. Его убить бессмысленно, потому что он может сам себя убить и прийти побыстрее 50% на карту опять. Так что, да, Текис имбалансный герой. Ну, то есть ты предлагаешь его усиливать, вернее, наоборот, как-то его исправлять тем, что давать золото за мины? Что-то такое надо сделать, хоть. В принципе, интересно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, когда ты ушел вместе с Куроки из Нави, немного так стан фанов разделился, потому что у тебя большая аудитория, ты много выступал за Нави, и, само собой, все были прикованы к вашему выступлению и к Нави. Немного поговори про них, расскажи, почему у них не получается сейчас даже выступать, а у вас, наоборот, получается. У Нави? Да. Сейчас у них более-менее все идет. Конечно, они не выигрывали все игры, но они почти даже и выигрывали все игры. Что случилось после этого, когда мы ушли? У них не было капитана, они думали, что они сильнее, чем какие-то другие, но, может быть, это они не понимали, а потом поняли. Дошли до этого, что взяли капитана ФНГ, попробовали с ним, не получилось. Он не агрессивный игрок, может быть, или что угодно. Я знаю Нави лучше, чем Нави знают, как другие команды знают Нави. И другие игроки, кто
туда дойдет и играть с ними. Артстайл, он тоже знает их, поэтому, может быть, у них получается сейчас что-то. Там нету как бы больше что сказать. У них просто прошли дни, где они не дошли до того, что они хотят делать, и прошло там где-то 10 месяцев, взяли артстайла и стали опять что-то делать правильно. Не хватает времени, может быть. Может быть. Хорошо. Даже если время как бы у них бы было, я думаю, что это может вниз тоже пойти. Так а чего им сейчас не хватает? Вот, и что можно сказать про Арстайла как капитана? Многие там его сейчас немножечко упрекают в том, что вот он группу плохо отыграл сам по себе. На личном скилле у него не хватает. Я не знаю, правда это или нет. Ну, конечно, если все это говорят, аналитики, скажем так, они все это говорят, так что это значит, что он не играет так много или не играл. Пришел назад играть в доту. И когда как бы команды, как вот ЕГЭ, у кого капитан ППД, он просто все время играл, все время делал стратегии, выигрывал турниры. Он как бы знает, как играть. Ну. И может быть там, да, есть проблемы с скиллов, что ты не знаешь, как каких-то героев играть правильно, и поэтому не берешь. А теперь команда знает, что ты это не умеешь, и они как бы обузят вот эту ситуацию и бла-бла. Хорошо, немножечко про команду вашу. Вот вы собрались, по сути, была такая команда у вас, первая, наверное, в индустрии, нету спонсоров, вы там сами собрались, сами играли, и, по сути, вот год прошел, и, ну, в принципе, это успешно. Были ли какие-то сложности, или все, в общем-то, было легко? Были возможности. Все время, что быть спонсорированной. Но нам не нравились вот эти... даже не найду условия. Ограничения, условия? Да, условия. То есть, которые они вас... Не нравились они. Они то же самое были, что мы не хотели уже. И их как бы пушить вот так, что они дали побольше, не случилось. И поэтому мы ждем, когда все поймут, что надо что-то уже делать. Ну, в принципе, да, и ты в этом плане прав. Вот ты, кстати, говорил пару лет назад или год назад о том, что мы придем к такому уровню, что игрокам там не нужны будут команды, там менеджеры, им нужны будут именно агенты. Вот у вас похожая уже модель сейчас или к этому все идет? К этому все идет. Агенты, они найдут тебе спонсоры, то же самое, что делать сейчас, но они найдут те спонсоры, что делают тебя правильно, как бы. Которые тебе подходят. Да, подходят тебе правильно. Потому что агент, кто знает, что он делает, он знает, кто ты и что ты должен получить. А что по поводу вот вы нашли недавно вот директора вашего киберспортивного, вот немного о нем расскажи, о том, что это вообще такое, как это, какие условия. Вы тренировались в Турции? Он человек, кто большой бизнесмен. Ему где-то там 39 лет, и он как бы, он все время интересовал в играх и всю эту фигню. Теперь virtual reality, все вещи, что сейчас в гейминге. А этого бизнеса как бы не было в гейминге или даже вообще в компьютерные игры. Так что теперь, когда это все получается так, что он может даже что-то здесь делать, он что-то и делает. И поэтому он нашел нас, и он думает, что может что-то сделать из нас или сам какую-то компанию сделать. Вместе. Да, вместе. Но он как бы ничего многого сейчас не делает для нас. И так мы как бы... That was our agreement. И мы ждем после International. Он сейчас помогает, конечно, но он реально ничего как бы не берет от нас. И мы не даем как бы ему тоже. Ну, чтобы быть независимым оставаться, да? Да. И мы ждем, когда после International, когда все по-любому поменяется. И после этого... Он приедет на финалы? Он уже здесь. Ага, отлично, хорошо. А расскажи тоже, вот ты вспомнил про Virtual Reality, ты в прошлом году, в этом году тоже уже смотрел, поделись своими, в принципе, эмоциями. Расскажи там людям, что это вообще такое. Рассказать, что Virtual Reality на русском языке, чего я можешь, не использую даже... Можешь на английском, мы переведем, не проблема. Да нет, там нечего сказать. Очень клевая вещь, Virtual Reality. Я уже последний год уже это видел тоже.
И чувствуешь, что если возможность, тогда это будет просто самая лучшая вещь, что я буду абузить в своей жизни, если я буду думать об фан-играх. А там не страшно, что на самом деле люди будут в это так залипать, потому что реально там я пробовал очень, очень реально, скажем так. No comment, как бы. Но ты бы Что случится, это значит, что Ты надо. бы своим детям разрешал бы сейчас? Сейчас? Я думаю, нет. Сейчас еще трудно как бы норм дойти. Понять, что это вообще такое, Да, как оно да, влияет. сейчас, да, очень трудно. Хорошо, спасибо тебе за интервью. Я тебе желаю удачи в мейн-ивенте, отлично тренироваться, отдохнуть. И если у тебя есть какие-то комментарии, пожелания своим фанам, все будут смотреть это видео, вот, можешь сказать. Спасибо, Team Secret Fan. Всем спасибо, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал. Также ищите нас в социальных сетях. Это ВКонтакте, это Twitter, Facebook, Dota 2 Рухаб. Спасибо. Всем пока.